Знаете то чувство, когда заканчиваешь смотреть аниме и сидишь такой, и чё теперь посмотреть? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Это не просто аниме с крутыми боями или красивой анимацией. Речь пойдет о реальном сторителлинге. О таких историях, которые затягивают, выбивают землю из-под ног и заставляют переживать за вымышленных персонажей больше, чем хотелось бы. Так что если вы устали от однотипных сюжетов и хотите что-то по-настоящему необычное, то это видео для вас. Вот список аниме с таким уровнем сюжета, что после них средние тайтлы будут казаться проходником навсегда. Ну что ж, начнем. ID вторжение. Что получается, когда детективный сериал решает, а давайте-ка забудем про реальность и начнем расследовать преступления в головах преступников. Под головой я имею в виду полноценные психоделические кошмары, где логика берет отпуск. Главный герой сломленный гениальный детектив, который ныряет в эти подсознательные миры, чтобы ловить серийных убийц. В один момент он падает через парящие здания, в другой собирает улики в мире, похожем на картину Пикассо после нервного срыва. Звучит хаотично. Так оно и есть, но это умный хаос. Сюжет крепкий, загадки держат напряжение, а эмоциональные удары накрывают неожиданно, прямо посреди твиста. Это смесь начала настоящего детектива и самых странных снов, приправленная легкой научной фантастикой. И самое крутое, никаких филлеров, все компактно в 13 сериях. Если любите интеллектуальные триллеры с эмоциями, то это аниме для вас. Виви, песнь флюоритового глаза. Представьте, вы поющий Android Idol, созданный, чтобы дарить людям радость песнями и милыми позами. И тут к вам из будущего врывается робот со словами: «Эй, Виви, человечеству конец, нужно спасать историю, погнали». И Виви за секунду превращается из сценической куколки в терминатора с чувствами. Сюжет охватывает 100 лет. Виви пытается предотвратить восстание ИИ, изменяя ключевые события прошлого. Это как если бы Терминатор и твоя апрельская ложь завели ребенка, и этот ребенок еще и дерется. История философская, про смысл существования, выбор и эмоции. При этом тут бои, драма и невероятные саундтреки. Вид Студио показали настоящий мастер-класс в каждой сцене. Аниме одновременно красивое, жестокое и душераздирающее. И все это в 12 сериях. Волчица и пряности. Тут у нас странствующий торговец Лоуренс, который просто хочет заработать и спокойно дожить до старости. Но вдруг к нему присоединяется саркастичная богиня-волчица Холла, которая умнее его и обожает подшучивать прямо во время сделок. И вот они путешествуют вместе. Здесь нет гигантских битв и спасения мира, только двое персонажей, телега, разговоры об экономике и внезапно потрясающая история. Все держится на диалогах, на том, как они постепенно сближаются, спорят и влюбляются, обсуждая средневековые рынки. Это умное, зрелое, трогательное аниме, красивые фоны, спокойная атмосфера и Холла. Королева иронии и тонкой драмы. Если вы хотите интеллигентный душевный сюжет, где даже торговля серебром звучит романтично, это то самое. Шумиха. Сразу предупреждаю, в первых сериях вы ничего не поймете, и это нормально. Даже персонажи не понимают, где они, какой год и почему кто-то горит и при этом смеется. Аниме кидает вас в микс мафиози, алхимиков, бессмертных и сумасшедших сцен, поданных в хаотичном порядке. Но постепенно все складывается как пазл, каждая странная сцена обретает смысл. Огромный каст, но все персонажи яркие, бессмертные, которые дерутся ради фана. Адская поездка на поезде и двое безумных воров, которые случайно становятся сердцем сериала. Это стильное, динамичное и безумно недооцененное аниме. Великий из бродячих псов. Был у меня период, когда я устал от аниме. Все казалось одинаковым. И вот это аниме ворвалось с двух ног. Тут каждому персонажу дают трагичное прошлое, сверхсилы и имя реального писателя. Герои расследуют дела, дерутся с мафией и при этом цитируют литературу. Способности персонажей основаны на произведениях настоящих авторов, так что узнаешь и культурные отсылки, и ловишь эмоциональные удары. Но главная история. Сложная, с множеством слоев, поворотов и мощной драмой. С каждым сезоном становится только глубже и мрачнее. Это тайтл, который напомнил мне, за что я вообще полюбил аниме. Монолог фармацевта. Главная героиня Мао – саркастичная аптекарша, которая просто жила своей жизнью. Но ее похищают, продают во дворец, и она оказывается в центре дворцовых интриг, сплетен и тайн. Только ей на все это наплевать. Она слишком занята разгадкой ядов, медицинских загадок и случайным унижением знати своим умом. История развивается медленно, но цепляет все сильнее и сильнее. Каждая серия добавляет слой к политике, секретам и расследованиям, а приправлено это медицинскими фактами и шикарными сюжетными поворотами. Мао не супергерой и не избранная, она побеждает умом, сарказмом и знанием о травах. Это редкий, тщательно выстроенный сюжет с прекрасной картинкой и умным повествованием. Гримгар пепла и иллюзий. Представьте, вы просыпаетесь в странном фэнтезийном мире, не помня, как сюда попали. И вместо того, чтобы быть избранным героем с имбовыми навыками, вы никто. Ни магии, ни силы.
Только кучка растерянных людей, которые пытаются не умереть от ударов гоблинов. Главный герой Хару и его такие же неподготовленные друзья собираются в пати, потому что так положено в подобных РПГ мирах. Но есть проблема, они ни на что не годятся. Драться не умеют, работать в команде тоже, и вот они голодные с пустыми кошельками. Они берутся за опасные квесты только ради того, чтобы заработать на еду. Но это не просто убили босса и молодцы. Каждая битва – борьба за жизнь, и люди умирают. Несмотря на трудности, они постепенно учатся, становятся ближе друг к другу и понимают, что дружба и умение правильно воткнуть кинжал – их главное оружие. Если хотите фэнтези, где все сложно и по-настоящему сурово, Гримгар – ваш вариант. Созданный в бездне. Представьте огромную загадочную пропасть, полную монстров и смертельных тайн. И вот 12-летняя девочка Рика решает туда отправиться. Почему? Потому что там, возможно, ее пропавшая мать. Проблема в том, что чем глубже спускаешься, тем страшнее проклятие бездны. Кровотечение, ужасы с телом и еще что похуже. Вместе с Регом, мальчиком-роботом с лазерной рукой, она идет все глубже в этот кошмар, замаскированный под милые приключения. Сначала кажется, что это легкая история с милыми персонажами, а потом бац, и начинается настоящее страдание. Созданный в бездне — это высший пилотаж построения мира, загадках и эмоциональной жестокости. Каждый уровень бездны — отдельная экосистема с жуткими правилами. И чем глубже, тем страшнее. Это аниме бьет прямо в сердце и не дает пощады. Сага о Винланде. Знакомьтесь, маленький Торфин, который боготворит своего отца Торса, величайшего воина, способного завалить медведя голыми руками. Но Торс против насилия, что довольно иронично для викингов. Мир, конечно, долго не держится. Появляется хитроумный Аскелад, и жизнь Торфина рушится. Начинается путь мести, и он застревает в бесконечном круге ярости и крови, требуя Аскелада дуэли снова и снова. Но это не просто история о мести, это глубокая сага о войне, утрате и поиске смысла жизни. Второй сезон меняет тон, сериал превращается в фермерский симулятор с философией и духовным ростом. И это работает. Торфин проходит путь от яростного убийцы до настоящего воина мира. Персонажи многослойные, бои зрелищные, философия сильная. Аскелад – один из лучших прописанных персонажей в аниме, без споров. И вот наш список закончен. Если нашли для себя новое аниме, подписывайтесь, впереди еще больше интересного. Увидимся в следующем видео.